Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Цыганский пасьянс, второй расклад, неожиданности и сюрпризы июня. Давайте узнаем, что нам поведомят две колоды карт. И первая колода это цыганский пасьянс, который у меня очень много лет. Мне его когда-то очень давно подарила мама. И он показывает часто о событийном ряде, вот именно наших обстоятельств жизни или тех событий, которые приходят на наш порог. Поэтому вот как неожиданность давайте зададим такие вопросы этим картам. И они состоят вот из маленьких карточек. И рандомно для нас выкладывают тот образ, который может олицетворять обстоятельства нашей жизни. И после мы дополним на Таро ангелов, раскроем какие-то перспективы или проясним неожиданности и сюрпризы. Будем реалистами, безусловно, любой расклад не расскажет и не передаст то, что вы чувствуете, или то, что у вас сейчас наболело. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все равно какую-то подсказку вы получите. Итак, мои дорогие козероги, неожиданности и сюрпризы. Что нам цыганский пасьянс для вашего знака зодиака расскажет? Июнь. Неожиданности и сюрпризы. Смотрим. И вы смотрите. Если я какое-то значение не соединила, вы мне напишите, и мы это обсудим. И пока я не вижу совпадений, идем дальше. Вопросы дома, вопросы недвижимости, вопросы личных отношений, личного счастья или ваших близких, известия, может быть, от родственников. Все то, что происходит в нашем доме, семейный очаг вот нам показан. Даже если вы один или одна в месте вашего проживания. Может быть, это те будут вопросы, которые сопряжены с переездом. Или где мое место безопасности. Или, может быть, вы запланировали на какой-то последующий период переехать тоже куда-то. И это связано по разным причинам. У кого-то с работой, у кого-то с тем, что вы хотите больше самостоятельности и уезжаете от родителей, и тогда все равно, значит, вы будете этим вопросом заниматься, что-то узнавать, искать недостающую информацию. Но это мы ищем то место, где нам хорошо, место нашей безопасности, место, куда мы приходим отдыхать или улучшаем его. Когда выпадает эта карта или это значение в карте, нам говорят достаточно спокойный период жизни. По крайней мере, размером в 1 месяц. Ну, давайте откроем до конца. О, тут у кого-то интересные отношения могут завязаться, кстати. Может быть и знакомство. Пока нам не говорят, перспективное или нет. Кот – это флирт, мои дорогие. И у кого-то с учетом очага, и вот этого кота, ваши отношения, если это ваше семейное отношение, ну, флирт, как, знаете, новое вдохновение в ваших отношениях, новые интересы, новые планы вашей пары. А для тех, кто один или одна, это может быть что-то интересное, как уже я сказала, знакомство, когда хочется флиртовать, когда хочется влюбляться. Когда хочется комплиментов, мои дорогие. Мы идем дальше. Правда, какая-то радость. У вас на пороге практически венок. Это радостное известие. Но не добавляйте себе какой-то ненужной философии. Вот как и радость, так и наши какие-то сомнения. Череп – это сомнения. Это то, что мы начинаем копаться в чем-то, обдумывать, что-то сравнивать, анализировать. Куда-то далеко можем зайти в наших мыслях, а карта нам говорит, ты себе не добавляй какого-то деструктивного момента, который может лишить, по сути дела, радости. Давайте посмотрим. А тут посмотрите как. Вы знаете, для кого-то из вас это правда какой-то сеанс, может быть, самокопания. Вот гляньте. Тут у нас радость, так? Переживание. И у нас сошелся еще вот такой знак, лебедь. Это искренняя любовь.
это чувство. Это когда мы имеем такого человека, которому мы можем доверять. Может быть, какая-то история любви вспыхнет с новой силой. Или те отношения, в которых вы, может быть, сомневались. Здесь как раз будет как подтверждение искренности. Или в новых отношениях, мои дорогие, может, ну, что-то очень серьезное завязаться. Вы можете чувствовать, я на одной волне с этим человеком. Или вы смотрите в одном направлении. Но вот есть те сомнения, которые могут вам не то что помешать, а что-то вот буквально разрушить на корню. Будьте внимательны к своим мыслям, мои дорогие козероги. И я верну на место, пусть будет радость. Не хочу я смотреть на этот череп, мои дорогие, правда. Итак, смотрим, что же до конца совпало. Пусть будет радость, пусть будет взаимопонимание, пусть будет любовь. Чтобы козероги были счастливы. Вообще очень приятно позитивный период, и об этом нам говорят карты, когда и мой дом, моя крепость, или какие-то вопросы вы можете уладить. Вопросы и любви, когда есть в этом и романтика, ведь флирт – это романтика где-то, есть и искренность в отношениях, прекрасно, есть и радость. Поэтому не позволяйте негативным мыслям нарушить ваш гомеостаз или состояние счастья. Может быть, как воодушевление, как и легкость на подъем, так и я теперь смотрю в будущее с оптимизмом. Вот такое настроение июня у вас может быть, мои дорогие козероги. Давайте дополним карты Таро ангелов, точнее, патронажа, опеки ангелов. Неожиданности и сюрпризы для козерогов. Как видят карты? Пусть нам подскажут неожиданности и сюрпризы. Продолжают тему. Все то, что я уже сказала, это карта заботы, это карта любящего человека, это карта взаимопомощи, альтруизма или тех людей, которые готовы нас поддержать, которые готовы нас понимать, которые нас понимают или принимают, точнее, такими, какие мы есть, не пытаются нас переделать, перекроить под свой какой-то удобный шаблон. Это может карта свидетельствовать о том, что у вас есть какие-то вот вопросы текущие на июнь месяц, и есть человек, который, ну, если не может даже вам по каким-то причинам помочь, но он участлив в ваших делах. Может быть, и вам придется участвовать в делах какого-то человека, оказывать ему поддержку. Я не имею в виду материальную. Нет, здесь нам говорят о чувствительности, о любви, о взаимоподдержке, которая не за деньги, а та, которая от души, мои дорогие. Прекрасная карта. И все же это королева воды или королева кубков. Вопросы семейной жизни или вашего личного счастья в неожиданностях и сюрпризах. Значит, что-то, как может быть, у кого-то известие, допустим, от родственников. Известие от родственников вашего партнера. Но каким-то образом это все равно перекликается и с вами. Или оказывает влияние на вашу жизнь тоже. Или вопросы, связанные с детьми. Но больше позитивный момент. Может, и придется договариваться, знаете, быть великим дипломатом. С другой стороны, самому держать вот это равновесие, эмоциональный баланс. И нам по цыганскому пасьянсу то же самое, в общем-то, сказали. Но и не только. Есть вопросы материализма или просто решение каких-то материальных проблем, которые связаны с жильем вашим или местом пребывания. Может быть, для кого-то из вас какая-то ситуация не в личной жизни, а именно по части заработков, вашего дальнейшего продвижения или вашей деятельности трудовой заставляет вас, ну, где-то или оказывает на вас период, когда вы можете испытывать определенное эмоциональное напряжение. Или эмоциональное напряжение, в чем это будет выражаться? Нам девочка показана, которая идет по тоненькой жердочке. И жердочка это не совсем прямая. Да, она сама идет по ней. Она сама выбрала этот путь. И с другой стороны, она отчетливо понимает какую-то степень риска. И хоть нам показан ребенок совсем, значит вы к чему-то можете приступить искренне, мои дорогие.
и вам придется быть великим дипломатом. Быть, как я уже сказала, в согласии с собственной душой и не добавлять себе сомнений. Но и с другой стороны мы не можем оступиться. Вот какой-то путь мы должны пройти в равновесии. Иногда эта карта может свидетельствовать о том, что вы как раз за июнь месяц, мы ведь смотрим на июнь, у вас появятся новые перспективы по части заработка или вашей трудовой деятельности, и вам придется с кем-то договариваться. Может быть, две работы. Первая работа понятная, устойчивая, но денег мало, и вы будете искать дополнительные источники дохода. И тогда, может быть, какой-то период вам придется балансировать между двумя работами, но оно имеет смысл. Вы будете заниматься тем, что вам интересно, в чем вы видите перспективу. Но и баланс тоже не помешает. Это не есть неожиданность, но где-то вы можете быть с кем-то не согласны. И далее нам карта говорит, важно, как ты сумеешь договориться, а не то, как ты сумеешь настоять на своем от начала до конца. Вот эта балансировка вам, мои дорогие, помогает, но, с другой стороны, открывает и для вас совершенно другие возможности. Поэтому не будьте безапелляционны. Все-таки впереди у нас королева кубков, и мы говорим про альтруизм, про любящего человека, про чувствительность. Неожиданности и сюрпризы. Давайте достанем еще в контексте сюрпризов. Что же вот для вас, мои дорогие козероги? А вот это ваши внутренние либо сомнения могут так проиграться. Потому что вот так выглядит у нас карта Верховная Жрица. Две колонны всегда. Одна светлая, другая темная. Одно то, что наяву, второе то, что скрыто. По этой карте важно понять то, что скрыто. Понять самого себя, кстати. Какие ваши дальнейшие планы или с чем-то вам придется определиться. Вообще, это карта умного человека, это карта терпения, это карта мудрости, безусловно, и интуиции. Не путаем интуицию с какой-то глубокой философией, ненужной на мелком месте. Интуиция, по сути, это великолепный тандем нашего интеллекта и предыдущего опыта, который как раз помогает нам последующую траекторию свою построить, и пусть первые шаги, они вот такие осторожные. Но, с другой стороны, и мы не повторяем какой-то опыт, мы идем вперед. Вот в этом контексте. О чем говорит карта? Тайное может стать явным. Или по этой карте вам самим захочется о чем-то не говорить. Или какие-то нюансы своей жизни, ну вот так, нивелировать, скрыть. Вы можете столкнуться и с учетом карты флирта. Вы можете познакомиться с человеком, и неважно, кто меня смотрит, девочки, мальчики, который вам о себе тоже много не рассказывает. И поэтому и вам открытой книгой быть определенно не стоит. Умейте хранить тайну, когда эта карта выпадает. Или аккуратно навести справки. У кого-то навести справки об организации, а у кого-то по части конкретной личности такое тоже может быть. Вот мне интересно. Но это может быть еще, когда мы все-таки себя больше сохраняем. Поэтому я думаю, что это для большинства из вас, как карта говорит, ты каких-то о себе тонкостей, подробностей, ну, не рассказывай, хотя будет желание. Ведь у вас и, в принципе, по пасьянсу, и карта королева кубков располагает к откровенным разговорам, задушевным беседам, но есть то, что где-то должно остаться внутри вас. Сюрпризы. А ведь правда, вот карта ностальгии. Карта может говорить, что какие-то отношения из прошлого могут возобновиться с новой силой и совершенно в другом качестве. Понятно, что мы все разные. Для кого-то это будет карта означать, что по прежним отношениям, которые, может быть, уже завершились, или по конкретному человеку, вы можете узнать какие-то подробности, которые прежде были скрыты. Или вы сами не захотите в новые отношения уже привносить вот ту путаницу из старой, прежней истории. И будете где-то об этом скрывать, и правильно где-то делаете. Может нас посещать такая ностальгия, или мы можем что-то вспоминать. Но часто по этой карте проходят искренние отношения. Хотя
все же в отношении, если этой колоды и сюрпризов соединим мы, то я бы сказала так. Это действительно какие-то воспоминания. И если мы говорим о с новой силой, прежняя история любви, она возрождается, или вы теперь можете со своим человеком, которого знаете какое-то количество времени, достаточное именно, может быть и ряд лет, вы теперь можете договориться или узнать друг друга заново. И тогда карта нам говорит, кто старое помянет, тому глаз вон. Вот такая поговорка есть. Не вспоминай это, но и сумей оттолкнуться от этого момента, чтобы не привнести какую-то путаницу из прошлого в свою дальнейшую жизнь. Даже это, если и человек нам знаком, значит, это те отношения, которые нужно отстроить заново. И тогда вот по этой жердочке нам придется пройти, вот этот баланс держать, потому что есть память, когда мы, может быть, были не согласны с конкретным персонажем или с конкретным человеком. Здесь могут какие-то быть нюансы, новости, когда вы узнаете человека с другой стороны, более положительной. Но есть еще и то, что вам не нравится. И карты все нас не призывают в июньский период делать быстро выводы. Да, вы будете на этом выборе, все-таки карта двойка Земли. Но я не могу сказать, что вы делаете этот выбор очень быстро. Тут нужно что-то сделать мудро, мои дорогие. Вот такие задачи. Давайте спросим еще. Неожиданности и сюрпризы. О, карта императора. У кого-то на повестке месяца или в перспективах, кстати, на июль, смена статуса. Смена статуса по части личной жизни. И могут быть предложения. Предложение руки и сердца. Может быть, вы будете делать или вам кто-то сделает. С другой стороны, этот статус может приходить через работу, личные достижения. Вы можете июнь посвятить организации своей жизни вообще, в принципе, в каком-то новом ракурсе, в новом порядке. Вы можете захотеть изменить имидж, вы захотите изменить, возможно, некоторые моменты самого себя и на вас, мои дорогие козероги. В знаке Телец с 9 июня Марс. Почему я говорю про имидж? И Марс – это побудительная сила, и где-то вы ее тоже чувствуете активно, как и Телец. Все же, как и Телец, вы принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. Это то, что мы в нашей реальной жизни хотим изменить. И вот Марс, он больше придает решимости. И одновременно это тот позитивный момент, когда мы долго не раскачиваемся. Вы люди надежные, вы предпочитаете какой-то успешно опробованный, может быть, как опыт, или основываться, если даже на прежних ошибках, то в значении чего-то не повторить, то есть вы практики. И для кого-то из вас вы хотели, к примеру, похудеть. Почему нет? И вот за период с 9 июня у вас будет прекрасная возможность, и карта император. Это когда мы меняем имидж. Кто-то может заняться спортом. И не потому, что это полезно даже, а потому что я хочу изменить себя. Я хочу сломать какой-то стереотип обо мне у окружающих людей. Вот такие даже могут проходить посылы, и правда вас это настолько изменит. И изменит, сломает на самом деле стереотипы у окружающих, и это будет своеобразный новый этап. Я бы сказала, тут вообще над собственным имиджем поработать определенно стоит. А может быть и есть человек конкретный, который занимает высокую должность. Вы можете отправиться, или для вас это будет совершенно необходимо, в высокие инстанции, заключать договоры, соглашения, контракты. У кого-то действительно может проиграться и брачный союз, или вы будете его планировать. Но помимо этого, это еще по карте император, структура, это власть, это иерархия власти. И тогда нам карта говорит: уважай власть, тогда уважает власть тебя. И если нужно войти не в один кабинет, а какую-то ступенчатость пройти, поверьте, и с картой императора это определенно сделать стоит, нежели застрять в одном кабинете и пытаться кому-то что-то доказать. Мудрый император, он также знает и еще один нюанс, что есть у него цель, безусловно, и в первую очередь сохранение как своего царства, государства, так своей вотчины. Вот у вас где-то и выпадает карта домашнего очага или, по сути, сохранение своего благополучия. И император также понимает, что люди меняют мнение,
обстоятельства постоянно меняются. Это то, что зыбко непонятно, или то, что нами не может быть просчитано. Поэтому мудрый император готов корректировать планы в зависимости с той обстановкой, которая складывается. И где-то карта вам советует: корректируй планы, держи вот этот самый баланс, мои дорогие козероги, поближе положу, потому что это как будто совершенно необходимо для того, чтобы осуществилось более что-то важное в вашей жизни. Давайте мы с вами спросим карту совет. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на продолжение. Но даже если мы говорим про личную жизнь, отношения в личной жизни, в семейной жизни, это тоже работа, как ни крути. Помимо чувствительности, помимо романтики, помимо чувств любви и так далее, все равно нам приходится взаимодействовать, по сути дела, с чужим человеком. И от того, как мы сумеем друг друга понять, научимся смотреть в одном направлении, пусть и методы для нас, может быть, разные, будет зависеть наше счастье. У кого-то конкретно вопросы заработка, прихода денег, построения своей карьеры или еще какой-то продуктивный период именно на июнь месяц по части зарабатывания. Для кого-то из вас с учетом двойки Земли, это вы решаете учиться чему-то. И для кого-то я пойду, может быть, изучать языки, а для кого-то языки программирования или освоение новых технологий, или развитие собственного ремесла, творчества. Чем бы вы тут ни занимались, продуктивный период на работу, на деньги. Я бы сказала, есть такие слова: продолжай. Либо ты победишь, либо у тебя не хватит терпения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.